Всем привет! Как вы уже поняли из названия видео, у нас сегодня тема — это приготовление посуды, которая предназначена для открытого огня. Первое приготовление перед началом, перед ее использованием. Сегодня мы приобрели такую замечательную саджи, сковородку для открытого огня саджи. То есть сегодня будем ее также готовить для завтрашнего уже использования. Саджи этот сделан из стали, из баронной стали, так называемая сталь, из которой делается для сельхозтехники барана. То есть это специальная сталь, особо прочная, жаропрочная. Вот. И сейчас я поближе поднесу камеру, покажу, как она выглядит. Она очень тяжелая. То есть это вот так все выглядит. Смотрите, она очень тяжелая. Вот, и сегодня мы будем с вами обжигать, ее прокаливать солью и подготавливать. Также все, что я сегодня скажу, относится и к казанам, то есть к чугунным казанам, которые также покупаются, когда новые. Абсолютно все делается одинаково. Поэтому что, давайте приступим. Сейчас поднесу камеру и продолжим. Вот так наш саджи выглядит поближе. Вот, ну что, теперь первым делом нам необходимо развести огонь. Также нам понадобится обычная каменная соль, не мелкая, а самая обычная. Вот. Ну что, давайте приступим. Итак, печку мы разожгли. Теперь устанавливаем наш садж на огонь. Соли нам понадобится килограмм. Распределяем всю ее по поверхности. Все это необходимо делать для того, чтобы соль заберет в себя все химические вот эти масла, почистит металл, то есть от воздействия внешних воздействий, вот то, что его зачищали, резали, от масел, от транспортировочных, от всего. Все распределили. Теперь ждем, пока соль наша накалится. Итак, соль у нас все прокалилась, нагрелась. Прошло у нас примерно минут 15 после того, как саджи мы засыпали солью и начали прокаливать. Вот, как видим, у нас рабочая зона, она стала вот такая. Смотрите. То есть соль нужно распределить равномерно так, чтобы она все в себя вбирала. Всю грязь, всю химию. Чувствуется даже вот запах такой, как металл нагретый с химией. Напомню, казан аналогичным образом также прокаливается, высыпается соль, и также он вбирает в себя всю грязь, все огарки металла, и все, что нам не нужно. Итак, друзья, у нас прошло где-то 30 минут, я его прокаливал. Теперь делаем следующее. Мы сейчас соль мы сейчас высыпаем, она нам больше не нужна, она свое дело сделала. Промываем с моющим средством, обратно ставим на огонь, нагреваем, смазываем маслом, и все. Дальше увидите, позже включимся. Помыли, как вы видите. Теперь поставили обратно на печку. Сейчас мы его просушиваем и далее будем смазывать маслом. Далее просто наносим несколько капель подсолнечного масла, растительного любого. Берем белую бумажную салфетку и вытираем равномерно наш садж. Те же манипуляции делаются с казаном. После того, как приготовили, промывается посуда, сушится и натирается маслом. Все остальное
То есть наша посуда, садж или казан готовы к хранению. Масло не даст металлу заржаветь. Далее, потом перед тем, как начнем готовить, мы это дело промываем, также сушим и уже заливаем масло непосредственно для приготовления. Все. Вот как-то так. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.